Рады тебя приветствовать. Если ты, как и мы, против этой войны, подпишись на канал. Президент Владимир Зеленский после поездки в Харьков уволил руководителя областного управления Службы безопасности Украины Романа Дудина. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в воскресенье. Армия и полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал. Разобрался? Уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы правоохранители выяснят, заявил Зеленский. Дудин руководил СБУ в Харьковской области с марта 2020 года. Президент также рассказал, какое впечатление на него произвел Харьков, с первых дней войны живущий под российскими обстрелами. Харьков пережил страшные удары оккупантов. Черные, обожженные огнем полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север, туда, откуда била российская артиллерия. Откуда прилетала российская боевая авиация. Они смотрят на Россию, сказал Зеленский. Он уверен, что Россия проиграла не только битву за Харьков, но и будущие и любые культурные связи со свободным миром. Они все сгорели. В частности, и там, на Салтовке, сказал Зеленский. Президент обратился к киевлянам и жителям других тыловых регионов Украины с просьбой не забывать о войне. Возвращение с востока в Киев в это время оставляет довольно неоднозначные впечатления. После молчания Салтовки, заполненной людьми и улыбками Крещатик. После грохота артиллерии на передовой, расслабленность киевлян, которые сегодня гуляли по городу. Я понимаю, что в ваших глазах уже лето. Я все это понимаю. Но я хочу, чтобы в ваших мыслях было это понимание. Нам еще предстоит бороться. Война еще не закончилась, сказал Зеленский. 29 мая стало известно, что Владимир Зеленский впервые с начала 24 февраля выехал за пределы Киева и Киевской области. Президент побывал в Харькове, где провел рабочее совещание по ситуации в регионе, треть которого находится во временной российской оккупации. Кроме того, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Харьковской области. Спасибо за просмотр и подписку на канал, поделись этим видео с друзьями. До скорых встреч!